Салют! Сегодня на обзоре аудиокассеты из 1982 года японской корпорации бытовой электроники Matsushita, основанной в 1918 году. У меня в руках National RT60EN. Под этой маркой с 1927 года предлагалась потребителю бытовая электроника исключительно на внутреннем японском рынке. Корпорация самостоятельно изготавливала аудиокассеты, а также закупала их у компании TDK и Denon. Мой вариант именно TDK, судя по трехлучевым стоперам катушек на футляре. У Denon они в форме снежинок. В 1982 году были изготовлены модели с лентой первого типа. Основные это EN и классом выше ED, с лентой второго типа EX и с металлической лентой EM. Были также модели AN, S и разноцветные DS, также с лентой первого типа. С ними можно ознакомиться на сайте vintagecassette.com. Конкретно данная модель RT60EN с лентой первого типа начального уровня, согласно информации сайта aquabus.com, изготавливалась TDK в 1982-1983 годах. Несмотря на то, что бренд National существует только для японского рынка, на обертке отсутствуют иероглифы. Кто в курсе, поясните мне этот абсурд. На кассетах японского производства и в то же время мировых брендов, таких как Maxell и TDK, все описания характеристики гарантийных обязательств изложены на вкладыше и обертке на японском языке. А вот на кассетах Axia и National, предназначенных исключительно для японского потребителя, информация на обертке и корпусе кассеты представлена на английском языке. Японцы, кто смотрит это видео, поясните мне эту бессвязность. В том же 1982 году существовала аналогичная модель RT90N под брендом Panasonic, которая поставлялась на американский рынок. И на той кассете информация традиционно на английском языке, что логично. Кассеты под брендом National в интернете представлены только до 1988 года. Я впервые держу в руках аудиокассету под этим брендом. В моей коллекции только в прошлом году появилась аудиокассета этой корпорации под брендом Panasonic. На ее обертке указана стандартная информация о том, что лента первого типа обладает низким уровнем шума и сбалансированными характеристиками. Благодаря этому идеально для записи голоса и музыки. Хронометраж данной ленты 60 минут, изготовлена в Японии корпорацией Matsushita. Вскрываю. Вот такая красота. Футляр еще такой новый, скрипучий, явно изготовлен на производственной линии TDK. Открываю. Туго, очень туго. Кассета. Вкладыш. Нулячий футляр. С тиснением в верхнем левом углу Made in Japan. Вкладыш из плотной бумаги. И здесь информация также представлена исключительно на английском языке. А вот судя по текстуре корпуса, он один в один, как у кассеты Soundbreeze, которая, вероятно, также изготовлена на производственной линии TDK. Вижу только отличие, отсутствие, как на Soundbreeze, треугольничка, здесь его нет. Ну здесь стрелочка указана на наклейке. Здесь на корпусе, здесь на наклейке. Ну и понятно, что лента с первым и вторым типом отличается вот этими вот выемками. D5-6V на National указано. Кассета разборная на 5 винтах. Окна одинаковые, такие же метки. И ширина окон также одинаковая. Да, практически только вот этикетки другие. Тут сторона B, тут сторона 2. Ух ты, какое разрешение печати. В 1982 году могли себе позволить. А как это выглядит под микроскопом? А под микроскопом это уже не так изящно. По поводу ленты скажу следующее. Сначала экранчики очень похожи, одинаковые. То есть такая же формовка. Подушки одинаковые, только у Soundbreeze он сверху, она грязноватая. Раккорды прозрачные. Soundbreeze имеет вертикальные оранжевые полоски. Ну и, соответственно, ленты будут разные. Да, здесь лента второго типа черная. И здесь такое, я бы сказал, ну, в каких-то моментах, под каким-то углом это кофе с молоком. То есть светлая. Для 1982 года лента первого типа начального уровня. Вполне такая должна быть светло-коричневая. Вот демонстрирую вам эту ленту ближе. Ну, блестящая, но не сильно такая глянцевая. Так, теперь перемещаюсь к моей кассетной деке Pioneer CT 3 семерки и попробую откалибровать под эту ленту трак записи этой кассетной деки. Не стоит предъявлять высокие требования к этой ленте, все-таки она первого типа, начального уровня. Но все-таки попробуем откалибровать. Блин, футляр, конечно, очень жестко защелкивается. Так, перемотаю.
Калибрую. В этой кассетной деке автоматическая калибровка BLE. Осуществляется настройка тока подмагничивания, уровня записи и эквализация. Так, вот демонстрирую, как настроили. А теперь запишу 2 трека на эту кассету различных жанров, чтобы оценить качество. Вообще задача моего видеоролика понять, годится ли лента в кассете, пролежавшей около 40 лет, для последующей записи. Итак, пробуем записать. Расширю диапазон для удобства наблюдения. Пишу до значка Dolby, это плюс 3 дБ на этом индикаторе. Запись. В процессе записи буду немного корректировать уровень. Но вот эта лента, вот такой сигнал на входе. И снова лента. Пожалуй, хватит. Теперь другой трек. Ну, в общем-то, да, на источнике вроде как уровни ровно, а на ленте есть небольшой разбаланс. Ну, а по потерям частот что-то я ничего такого не услышал. Все вроде как один в один. В общем, лента в этой кассете не идеальна, но для записи вполне сойдет. А я вас благодарю за просмотр этого видеоролика. Подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Всем пока!